Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы рассмотрим очень необычную тему, и вряд ли вы найдете нечто подобное в видеоформате, да и не в таких масштабах. В дополнение к видео о самых холодных населенных пунктах хочу затронуть реки. И чтобы разнообразить рассказ, я попытался составить своего рода список-рейтинг самых холодных рек планеты, протекающих среди сурового климата, и, как многие уже догадались, действия будут происходить преимущественно на территории Российской Федерации, от меньшего к большему. Я постараюсь изложить все максимально кратко и информативно. Перерыв несколько десятков справочников, порой все равно не удается найти хоть какую-то информацию. Да и чаще всего данные от частных экспедиций или исследователей. Если есть метеостанция, вообще здорово. Так что никакой сверхточности и речи не может быть. Мы не на уроке математики. К тому же природа всегда динамична и цифры плавающие. Итак, отправляемся лицезреть водные красоты этого мира, большинство которых посетить довольно проблематично. Тем не менее, мы выплываем в большое и очень красивое путешествие. Приятного просмотра. Открывает наш список Печора. Река в республике Коми и Ненецком автономном округе. Занимает 6-е место по длине в Европе. 1809 километров. Бассейн 322 тысячи квадратных километров. Исток на Северном Урале, на высоте 675 метров. Впадает в Баренцево море. Средние температуры бассейна реки -2, -4. Ледостав с ноября по апрель включительно. Очищается ото льда к концу мая. Глубина от 3 до 10 метров. Считается более-менее чистой рекой в Европе. Печора богата семгой, сигом и ряпушкой. Крупные города и важные пристани на реке Печора и Нарьян-Мар. Со среднегодовой температурой примерно -2-3 градуса. Максимальная температура воды в июле до +20. Уса. Река в республике Коми. Длиной 565 километров. Бассейн 93 600 квадратных километров. Берет начало на западных склонах полярного Урала. Впадает в Печору. У реки быстрое течение, большое количество порогов и перекатов. Наиболее значимые населенные пункты на реке – город Усинск. Знаменит значительными скачками температур до 20 градусов в течение дня на протяжении всего года. Поселок Усть-Уса и Абесь. Среднегодовая скорость ветра в бассейне реки до 7 метров в секунду. Точных данных о глубине не нашел, но Уса, разумеется, судоходна, вероятно, диапазон от 2 до 10 метров. Уровень загрязненности значительно выше, чем в Печоре, связано с добычей угля.
Ледостав с конца октября по май. Среднегодовая температура в районе реки доходит до -6. В самое жаркое время прогревается в среднем до +17. В бассейне реки сохранились участки девственной природы. Следующий представитель с очень интересным названием – Акулярусерсуупкуа, или, если проще, Санфлюгдален, река в Западной Гренландии. Думаю, теперь понятно, откуда такое название. Примерный перевод как «долина песков». Совсем небольшая, всего 30 километров, вытекает из тающих вод ледника Рассела. Питание реки полностью от таяния ледника, дождей здесь особо не бывает. Климат полярно-континентальный. Ледостав с октября по май. Санфлюгдален неглубокая, максимальное значение в районе 4 метров. Я думаю, многие уже догадались, что благодаря отсутствию антропогенного воздействия вода в реке чистейшая. Максимальная температура воды всего +4. По неподтвержденным данным, среднегодовая температура воды в реке около нуля, максимальная до +4. На ее берегу расположено поселение Кангерелуссуак, где проживает 500 человек. Среднегодовая температура -5. Поэтому сам температурный режим региона не дает возможности поднять Санфлюгдален выше по рейтингу. Юкон или Юкон – река протекает по территории Канады и Аляски в США. Длина 3190 километров. Третья по длине река Северной Америки. Хотя на этот счет есть споры. И входит в двадцатку на планете. Бассейн примерно 835 тысяч квадратных километров. Исток озера Марш в Канаде. Впадает в Берингово море. Река по большей части расположена в субарктическом поясе. Ледостав с начала ноября по начало мая. Крупных городов на реке нет. Наиболее значимые – американский Фэрбанкс, канадский Уайтхорс и Даусон, известный по клондайкской золотой лихорадке, и Форт Юкон со среднегодовой температурой -7. Среднегодовая температура бассейна – +4. Максимальная возможная температура воды – +17. Насчет ветра. Река, можно сказать, протекает в спокойной зоне. Ветер здесь до 3 метров в секунду. Точных данных по глубинам я не нашел. Возможно, их и нет, но максимально в районе 20 метров. Достаточно много порогов. Река считается более-менее чистой. Водится большое количество лосося. Несмотря на длину, через нее построено всего 4 моста. Маккензи. Река на северо-западных территориях Канады. Длиной 1738 километров. Бассейн 1 805 200 квадратных километров. Исток – большое невольничье озеро. Устье – море Бофорта. Ледостав с начала ноября по апрель включительно. На открытых участках бассейна Маккензи довольно сильные ветра – 5-8 метров в секунду. Зимой часто метели. Максимальная глубина в районе 40 метров, что очень прилично для рек. Наиболее крупные населенные пункты – Форт Макферсон, Форт Провиденс и Инувик. Среднегодовые температуры бассейна в районе от +5 до -9. Среднегодовая температура воды примерно +4. Летом может прогреваться до +16. Маккензи считается довольно чистой, ведь на ее берегах практически отсутствует человеческая деятельность, но есть точечные загрязнения от нефтегазовой добычи. Возвращаемся на территорию России. Нижняя Тунгуска. Очень крупная река длиной 2989 километров и размером бассейна в 473 тысячи квадратных километров. Протекает по Иркутской области и Красноярскому краю. Исток – Среднесибирское плоскогорье, устье – Енисей. Ледостав с октября по май. На реке огромное количество порогов и водоворотов, что усложняет передвижение. Средняя глубина – 5-6 метров. Есть информация, что максимальная около 60. Из крупных населенных пунктов на реке – Ербогачан и Тура, с населением примерно 4500. Ледостав с начала октября по начало июня. Весной на реке мощные зажоры. Летом на южных участках Тунгуска может прогреваться до +22, что создает благоприятные условия для купания. Среднегодовая же температура бассейна – -8. Несмотря на значительные запасы каменного угля и железной руды в бассейне реки, она сохраняет довольно высокий уровень чистоты. Река Надым протекает по Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округу. Длина 545 километров. Бассейн 64 тысячи квадратных километров. Название переводится как Топи. Берет начало в озере Нумто.
впадает в Обскую губу, Карское море. В бассейне реки огромное количество озер, около 40 тысяч. Также много ручьев и болот. На левом берегу реки расположен одноименный город с населением 45 тысяч. Максимальная температура воды в июле – плюс 20, среднегодовая примерно плюс 2. Температура в бассейне реки – до минус 8, при этом ближе к устью средняя скорость ветра достигает 10 метров в секунду. Ледостав с начала октября по конец мая. Толщина льда весной около метра. Глубина надыма в среднем 3 метра. Вода очень мягкая. Течение не быстрое. Считается умеренно загрязненной рекой. Основной источник – нефтегазовая промышленность. Берега надыма на всей протяженности практически необитаемы. Река богата ценным сигом. Окрестности надыма – это нетронутая тундра и лесотундра. Таз – река в Ямало-Ненецком автономном округе длиной 1401 км и бассейном в 150 тысяч квадратных километров. Исток в сибирских Увалах. Устье – Тазовская губа. Акватория Карского моря. Наиболее значимые населенные пункты – поселок Тазовский с населением около 8 тысяч. Среднегодовые температуры в бассейне реки доходят до минус 8. Примерно столько же, как и в надыме. Таз замерзает в октябре, вскрывается в конце мая. Температура воды также в среднем, как и в надыме, примерно плюс 2. Пиковые летние значения плюс 15-16. Точной информации по глубине не нашел, но максимально в районе 10 метров. Таз протекает по малонаселенным районам, поэтому река довольно чистая, но локально имеются загрязнения от нефтедобычи. Очень богата ценным муксуном, пелетью, нельмой и сигом. Вилюй протекает по Красноярскому краю и Якутии. Река очень длинная, 2650 километров. Размер бассейнов 454 тысячи квадратных километров. Исток – Вилюйское плато. Устье Лена. Далее, соответственно, море Лаптевых. Название реки с якутского значит «глухая тайга». Река очень извилиста, берега покрыты лесом, склоны обрывистые. В бассейне реки около 70 тысяч озер. Крупные поселения – Чернышевский, Вилюйск. Также недалеко Мирный и Алмазный. Сильных ветров практически не бывает. Ледостав с середины октября до середины мая. Среднегодовая температура в бассейне реки – минус 8. Максимальная температура среднего течения могут достигать аж плюс 20, так что купание вполне возможно без специальной подготовки. Глубина в среднем около 4 метров, максимальная в районе 20. Река богата многими видами северной рыбы. В бассейне Вилюя крупные месторождения алмазов, фосфоритов, угля и золота, что сказывается на экологической обстановке не самым лучшим образом. Вилюй достаточно загрязнена отходами переработки. И замыкает десятку, скажем так, наиболее теплых из самых холодных река Кара, которая протекает сразу по 3 регионам – Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий и Коми. Длиной всего 257 километров. Площадь бассейна 13,5 тысяч. Имеет множество порогов и водопадов. Уровень воды непостоянен. Ширина реки может увеличиваться в 2 раза. Ледостав с октября по июнь. Температура воды в среднем 4-5 градуса. Исток – Полярный Урал. Впадает в Карское море, которое, кстати, и получило название от этой реки. Большая часть Кары проходит по безлюдной местности, за исключением разве что кочевников-оленеводов. Это абсолютно дикие земли, за исключением единственного поселка в устье – Усть-Кара, с населением менее 500 человек и среднегодовой температурой около минус 5. Ветер со стороны Карского моря достигает скорости 6-10 метров в секунду. В целом река не глубокая, до 5 метров. Примерная температура бассейна – минус 7. Для плавания довольно опасно и требует серьезной подготовки. Максимально прогревается примерно до плюс 12. Является одной из самых чистых рек Российской Федерации и в своем бассейне имеет первозданную природу, что неудивительно, учитывая безлюдность. О Енисее, я думал, слышал каждый. Он протекает по Тыве, Хакасии и Красноярскому краю. Длиной 3487 километров, или примерно 4100, если учитывать исток Большого Енисея. Размер бассейна невероятные 2 580 000 квадратных километров, что ставит Енисей на 7-е место среди самых крупных рек планеты, является самой полноводной рекой России.
Исток у города Кызыл, устье – Карское море. Для нашего рейтинга уместно считать именно северную его часть, например, от города Дудинка, где ледостав с начала октября по конец мая. В районе Таймыра наиболее суровая часть, со среднегодовой температурой -10, с сильными ветрами до 10 метров в секунду и заморозками даже в июле. Максимальная температура воды в районе Дудинки +12, а вот в верховьях +23. Максимальная глубина около 60 метров. Вода, к сожалению, довольно загрязненная, ввиду большого количества на ней промышленных центров. Река Алдан протекает в Якутии, является самым многоводным притоком в России. Длина 2273 километра, бассейн 729 тысяч. Исток – Становой хребет, устье река Лена. Алдан протекает по зоне многолетней мерзлоты. Ледостав с конца октября по май. Наиболее значимые населенные пункты на реке – Хандыга, Усть-Мая и город Тамот с населением около 6 тысяч. Среднегодовая температура в бассейне реки достигает -8 в районе Хандыги. Средняя температура воды – плюс 1,3 градуса. А вот летом может прогреваться до плюс 18. Ветер в умеренных значениях – до 5 метров в секунду. Река в целом неглубокая – до 5 метров. Рекордные значения в районе 10-15. Воды Алдана относительно чистые и богатые ценными видами рыб – таймень, сик, чир, омуль. А также в бассейне реки значительные залежи золота и алмазов. А вот и знаменитая Лена. Как и про Енисей, я думаю, о ней каждый как минимум слышал. Длиной 4400 километров. Это самая длинная река России и 7-я в мире по длине, а также самая крупная река на планете, расположенная в зоне вечной мерзлоты. Бассейн 2 490 000 квадратных километров. Протекает по территории Иркутской области и Якутии. На ней расположена столица Якутии Якутск. Исток расположен в 10 километрах западнее Байкала, на высоте почти 1,5 километра. Устье моря Лаптевых. Занимает 3-е место в мире по размерам дельт рек, площадью 45 000 квадратных километров. Как и в случае с Енисеем, ввиду огромных размеров Лены, разумно брать во внимание температурный режим севернее Якутска. Там берега реки очень суровы. Населенных пунктов крайне мало. Один из немногих населенных пунктов на берегу реки – село Кюсюр, про которое я рассказывал. В тех краях среднегодовая температура доходит до -13, но напомню, что это именно северная часть Лены, что составляет примерно треть от всей длины. В среднем на протяжении всей реки температуры значительно теплее. Например, в части Иркутской области примерно -2. Ледостав в северной части с конца октября по начало июня. Там вода редко прогревается выше +12. В южной же части до +22. Максимальные глубины до 25 метров. В районе дельты среднегодовая скорость ветра очень высокая, до 11 метров в секунду. В сравнении с Енисеем, Лена относительно чистая. Анадырь – крупнейшая водная артерия Чукотки, длиной 1150 километров и бассейном 191 000 квадратных километров. Берет начало в Анадырском плоскогорье. Устье – залив Анемен, или, проще говоря, Берингово море. Климат бассейна реки суровый, лето практически отсутствует. Населенным пунктам, расположенными на реке, не балуют. В устье город Анадырь и село Марково с населением до 1000. Среднегодовая температура района реки -8. Зимой нередко может опускаться до -60, без значительных перепадов. Вода может прогреваться максимально до +12. Замерзать начинает в октябре практически по всей длине. Вскрывается в июне. Среднегодовая температура воды +2. Пожалуй, в дальнейшем я не буду оговаривать температуру воды, если она будет в этих пределах, ибо все следующие представители имеют среднюю температуру воды около точки замерзания. Ко всему этому добавляются штормовые ветры от 15 до 60 метров в секунду, частые туманы. Максимальная глубина реки в районе 35 метров. Экологическая обстановка благоприятная, что неудивительно, учитывая практически отсутствие населенных пунктов. В Анадыре обитает одна из крупнейших популяций киты, а также значительное количество сига. Колвилл, река в штате Аляска, США, протекает по тундре севернее хребта Брукса, длиной 563 километра. Бассейн 53 000 квадратных километров. На реке расположен поселок Нуиксут с населением около 500 человек.
Ледостав примерно с начала ноября по начало июня. В зимнее время ветер около 9 метров в секунду. Среднегодовая температура бассейна минус 10. Максимальная температура воды летом около плюс 15. Место очень малонаселенное, поэтому река очень чистая. Средняя глубина около 4 метров, максимальная в районе 7. В бассейне Колвилла было обнаружено значительное количество ископаемых динозавров. Амалон. Река длиной 1114 километров. Бассейн 113 тысяч квадратных километров. Название в переводе с юкагирского «хорошая река». Исток – Атай-Качанский хребет. Устье – река Колыма. Амалон очень ветвится и петляет, с большим количеством протоков, затонов и перекатов. Протекает по крайне малонаселенной территории. Единственный более или менее значимый населенный пункт, расположенный непосредственно на реке, это село Амалон, население менее 1000 человек, которому, к слову, нет постоянной дороги. Ледостав с середины октября по май. Максимальная глубина примерно 10-15 метров. Максимальный прогрев реки в пределах плюс 13. Бассейн подвержен сильным ветрам до 10 метров в секунду. Среднегодовая температура бассейна минус 12. Крайне опасно для любых видов плавания ввиду удаленности от цивилизации. В случае ЧП на скорую помощь можно не рассчитывать. Хотя это вполне очевидная вещь, как и для многих других рек в нашем обзоре. Считается очень чистой рекой, в зимний период вода идеально прозрачная. К этому стоит добавить большое количество в Амалоне ценных видов рыб – хариус, ленок, чукучан, чир, нельма, муксун. Вот он, настоящий рай для эко-рыбалки. Но есть нюанс. Село Амалон довольно труднодоступное. Отсюда, собственно, и экологичность региона. Кстати, в бассейне реки зафиксирована очень высокая плотность лосей. А вот мы и добрались до знаменитой Колымы, реке в Якутии и Магаданской области. Длиной 2129 километров. Размер бассейна 643 тысячи квадратных километров. Исток – слияние рек Аян-Юрях и Кулу. Устье – Восточно-Сибирское море. Ледостав с конца сентября по начало июня. Относительно крупные населенные пункты – Среднеколымск и поселок Черский, где средняя температура – минус 13. Снегодовая температура бассейна в пределах минус 10, минус 13. Максимально возможная – летом. Зависит от региона. Варьируется от плюс 10 до плюс 18. Так что в Колыме можно даже искупаться без спецснаряжения. Средняя глубина 4 метра. Максимальная около 20. Колыма считается одной из чистейших рек Сибири, ведь в ее бассейне плотность населения крайне низкая. Единственный источник загрязнения – золотодобывающие предприятия. Кстати, в бассейне Колымы огромные запасы золота и мамонтов, которых регулярно находят в хорошем состоянии. И только посмотрите, какая красота! Амгуэма, также известна как Омваам или Вульвавиэм, река на Дальнем Востоке в Чукотском автономном округе, длиной 498 километров и бассейном в 28 100. По площади занимает второе место на Чукотке после Анадыря. Исток – Чукотское Нагорье, устье – Чукотское море. Главный приток – Чантальвер-Гыргын. В верхнем течении множество порогов и водопадов. Ледостав с начала октября по конец мая. Максимальная температура воды летом плюс 13, но в среднем около плюс 9. Среднегодовая температура бассейна минус 10. Примерная глубина от 1 до 5 метров. Многие участки промерзают до дна. Из населенных пунктов единственное село Амгуэма. В бассейне реки крупные месторождения олова. В реке обитает огромное количество видов рыб Чукотки. Среди них эндемик далия крошка. Поскольку река протекает по нетронутым территориям, чистота воды радует. К тому же любоваться этими пейзажами можно бесконечно. Паляваам. Река протекает по Чукотскому автономному округу, длиной 416 километров, размер бассейна 12 900 квадратных километров. Исток Чукотское Нагорье, устье, река Чаун. Далее Восточно-Сибирское море. Название переводится с юкагирского как «горная река». Населенных пунктов нет. Река протекает в изоляции от людей. Ледостав с конца сентября по конец мая. Среднегодовая температура бассейна минус 11. Во многих местах промерзает до дна.
В зимний период сильный ветер до 10 метров в секунду. Максимальная температура воды летом плюс 12. Средняя глубина 1-3 метра. Максимальная около 7. По левам очень чистый. В бассейне произрастает большое разнообразие флоры Чукотки, около 400 видов. Территория в основном безлесая тундра. В реке зафиксировано 18 видов рыб: горбуша, кита, нельма, мальма, чир, хариус, налим и другие. Алазея протекает на северо-востоке Якутии, в зоне сплошной многолетней мерзлоты. Длиной 1520 километров. Точный размер площади бассейна неизвестен, примерно 70 тысяч. Истоком является Алазейское плоскогорье, устье – Восточно-Сибирское море. В ее бассейне огромное количество озер, около 25 тысяч. Ледостав с конца сентября по конец мая. Из населенных пунктов на берегу небольшие поселения – Аргахтах и Андрюшкино. Среднегодовая температура бассейна минус 12. Летом редко прогревается выше плюс 12. Глубина от 2 до 7 метров. Территории практически не тронутые человеком. Река очень чистая. Телан. Река в Нунавуте, Канада. Длиной 904 километра и размером бассейна в 142 тысячи. Истоком является озеро Whitefish. Устье – Гудзонов залив. Крупных населенных пунктов на реке нет. Максимально приближенные – Бейкер-Лейк. Ледостав с октября по конец июня. В регионе часто бывает сильный ветер, до 7 метров в секунду. Среднегодовая температура бассейна Телана – минус 13. Летом максимальная температура воды – плюс 12. Средняя глубина всего около 2 метров. Максимальная – 8. Протекает по неосвоенным территориям, где обитает большое количество карибу и овцебыков. Вода, соответственно, очень чистая. Можно сказать, что это в принципе один из самых чистых регионов всей Америки. Пясино. Река в Красноярском крае. Название переводится с ненецкого как тундра. Исток – озеро Пясино, около плато Путарана. Устье – Карское море. Длина 818 километров. Размер бассейна 182 тысячи квадратных километров. Пясино – одна из самых изолированных рек планеты, да еще и в невероятно суровом климате. На ее берегах нет ни единого населенного пункта. О суровости климата можно сказать так. Западнее от устья расположен поселок Диксон. Кто смотрел мои видео по суровым местам, уже понял, насколько лютые там условия. Замерзает в конце сентября, вскрывается в июне. Длительность ледостава может достигать 9 месяцев. Температура воды в среднем плюс 1-2 градуса и практически никогда не бывает выше плюс 11. Среднегодовые температуры зоны протекания реки до минус 12 с частым ветром до 20 метров в секунду. Глубина реки варьируется от 4 до 15 метров. Пясино богата осетром, ряпушкой, омулем. В ее бассейне обитает огромное количество гусей. Учитывая ее местоположение, увидеть ее довольно проблематично и мало кому удается. А ведь красота этих нетронутых земель неописуема. Хрома. Река на северо-востоке Якутии, длиной 685 километров, размером бассейна в 19 700 километров. Истоком является слияние рек Темтекен и Немалак-Арангас, у хребта Полоусный кряж. Впадает в Восточно-Сибирское море. В бассейне Хромы большое количество озер. Населенные пункты на реке отсутствуют, как и фотографии реки. Исключать ее из списка я считаю неправильным, так что вид сверху. Если вам удастся посетить юго-западную часть Восточно-Сибирского моря, сможете сделать уникальные кадры данной местности, а то у меня пока не получается. Территория изолирована от промышленной деятельности и экологическая ситуация великолепная. Наиболее приближенные поселения – Чакурдах и Чкалов, суммарное население менее 500 человек. Также есть заброшенный поселок Тенкели. Ледостав с конца сентября по начало июня. Во многих участках промерзает до дна. Среднегодовая температура бассейна минус 13. Максимальная температура воды летом в районе плюс 8. Ветер 4-6 метров в секунду. Хрома мелководна до 3 метров, максимальные глубины до 7. Река очень богата муксуном, чиром и нельмой. В бассейне часто находят мамонтов и другую древнюю фауну. Хатанга. Река на севере Красноярского края, длиной 227 километров, но вполне можно считать ее с рекой Катуй, которая, собственно, и впадает в нее. В таком случае общая длина 1636 километров,
Разница в температуре будет еле заметна, поэтому я объединю их, чтобы не дублировать слишком схожие данные. Общий бассейн 540 тысяч квадратных километров. Исток находится на плато Путарана. Устье – Хатанский залив, море Лаптевых. Что до суровости этих земель, достаточно того, что замерзает река в конце сентября, а вскрывается в июне. В бассейне Хатанги находится около 112 тысяч озер. Питание реки по большей части снеговое. Как и в других северных реках, водятся ценные породы рыб – омуль, муксон, нельма, таймень. Наиболее значимым населенным пунктом является одноименное с рекой село Хатанга, примерным населением 2500, и еще севернее Новорыбное, там проживает около 500 человек. Кстати, не так далеко расположено суровейшее место Волочанка, о которой вы уже слышали. Среднегодовая температура воды – +1, а в пик жары в июле – около +9. Надеюсь, фотографии передают всю суровость этого места. Средняя глубина Хатанги предположительно 8-10 метров, максимально около 40. Река в целом спокойная, но ближе к устью усиление ветра до 7 метров в секунду. Среднегодовая температура в бассейне реки -11, а вот в устье у поселка Новорыбное до -14. Ввиду очень незначительного количества людей, проживающих у реки, уровень загрязнения минимален. Соответственно, и природа здесь чистая и, можно сказать, нетронутая. Оленек – крупнейшая река в Восточной Сибири и одна из крупнейших всей России, длиной 2270 км и бассейном 219 тысяч квадратных километров. Исток – Вилюйское плато. В Красноярском крае – устье, в Якутии – Оленёкский залив, море Лаптевых. Оленек протекает в одном из самых суровых регионов Сибири, да в общем и всей планеты, по тундре и лесотундре. Ледостав с конца сентября по начало июня. Среднегодовая температура бассейна -14. Во многих участках промерзает до дна. Средняя глубина около 3 метров, максимальная около 15. Летний прогрев до +9. Населенные пункты на реке: Таймылыр, Хары-Ялах, Усть-Оленек и Оленек. Самое крупное село с населением 2500. А вот скорость ветра здесь умеренная, до 5 метров в секунду, но часто метели. Территория практически не тронута. Чистота и первозданная природа. Оленек богат сиговыми, лососевыми и осетровыми. Мы потихоньку подбираемся к нашей десятке финалистов. Здесь уже будут реки, о которых, вероятно, вы вообще никогда не слышали. Мамонтовая. Река на острове Врангеля, длиной 95 километров и размером бассейна 972 квадратных километра. Также я включу сюда еще 3 соседние реки, разница между ними минимальна. Это Неизвестная, Неожиданная и Леминговая. По длине они короче Мамонтовой. Исток – северо-западная часть острова, устье – пролив Лонга, между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Населенных пунктов ни на одной из них нет. Ближайший поселок Призрак Звездный, в бухте Сомнительная. Но есть метеостанция в селе Ушаковское. Оно хоть и заброшено, люди там живут, вахтовым методом работает 6 человек. А также в окрестностях проживают сотрудники заповедника и военная база. Ледостав с середины сентября по начало июля, что более 9 месяцев. Ветер здесь сильный и постоянный, до 40 метров в секунду. Среднегодовая температура бассейна -12, максимальная температура летом всего +7. Купание не рекомендовано. Река абсолютно чистая. Средняя глубина 2 метра, максимальная около 5. Поэтому зимой промерзает до дна. В бассейне реки обитает самая большая популяция белых медведей в мире. А вот рыба полностью отсутствует. Названа река не просто так. Здесь дольше всего сохранялись мамонты, предположительно около 4000 лет назад. Часто находят их кости. Томсон. Река в канадском арктическом архипелаге на острове Бэнкс. Считается самой северной рекой Америки и самой северной судоходной рекой Канады. Примерная длина 160 километров. Площадь бассейна около 5000. Истоком является центральная часть острова, устье моря Бофорта. Населенных пунктов на реке нет. Самый ближайший населенный пункт – деревня Сакс-Харбор с населением 100 человек. Расположена в зоне полярной пустыни. Среднегодовая температура бассейна -13. Ледостав с сентября по конец июня. Во многих местах промерзает до дна. В самое жаркое время июля вода не прогревается выше +8.
В регионе частый ветер в районе 6-7 метров в секунду. Река очень чистая и мелководная, в среднем 1-2 метра, максимальная около 5. Обитают сих и арктический голец. Есть информация, что здесь самая большая популяция овцебыков в мире, а также самая большая колония гусей в Северной Америке. Таймыра, река в Красноярском крае на полуострове Таймыр, представляет из себя объединение Верхней и Нижней Таймыры через озеро Таймыр. Общая длина 686 километров, исток в горах Быранга, устье Таймырский залив Карского моря. Это абсолютно дикие и изолированные от человека земли. Ни одного населенного пункта не то чтобы на берегу реки, даже в радиусе 200 километров нет, так что с экологией здесь все в порядке. А вот с посещением этого чудесного края есть некоторые сложности. На озере Таймыр, через которое протекает река, расположено немало островов, которые до сих пор не изучены. В бассейне реки большая популяция таймырского оленя, казарок и гусей. В реке водятся ценные омуль, муксун, нельма и арктический голец. Таймыра по большей части равнинная, довольно глубокая, в среднем около 15 метров, но при этом некоторые участки все равно промерзают до дна. Скована льдом с середины сентября по конец июня. Среднегодовая температура бассейна минус 13. Практически всегда дует сильный ветер, более 5 метров в секунду, а пурга может длиться несколько недель. Очень коротким летом прогревается до плюс 7. Анабар – река на северо-западе Якутии, длиной 939 километров и размером бассейна в 100 тысяч. Исток Анабарское плато на высоте около 700 метров. В устье – длинный мелководный эстуарий Анабарская губа, далее Анабарский залив и море Лаптевых. Вдоль реки большое количество озер, около 20 тысяч. На берегу расположены села Соскылах, Желинда и Юрюнг-Хая, о котором мы уже кое-что знаем из прошлого ролика. Ледостав с конца сентября по начало июня. Среднегодовая температура бассейна минус 14. В некоторых участках полностью промерзает. Глубина варьируется от 1 до 8 метров. Летом редко прогревается выше плюс 6. Средняя скорость ветра 4 метра в секунду. И увеличивается по мере приближения к дельте. Антропогенное воздействие незначительное. В основном связано с добычей алмазов, так что река чистая. Развито рыболовство. Обитают ценные нельма, муксун, омуль и ряпушка. Балыктах. Река на острове Котельный. Относится к Якутии. Крупнейшая река острова, длиной 205 километров и бассейном в 110 квадратных километров. Название происходит от якутского слова «балык», что означает «рыба». Исток на возвышенности Иримтас. Устье – бухта Якова Смирницкого. Северный Ледовитый океан. Находить информацию про подобные места довольно проблематично, как и фото-видеофайлы, особенно когда напрочь отсутствуют населенные пункты. Только военная база и полярная станция Северный Клевер. Река питается за счет таяния снега и льда. Среднегодовая температура бассейна минус 14. В середине сентября Балыктах уже замерзает и вскрывается в начале июля. Температура воды коротким летом редко превышает плюс 4, что является практически минимальным прогревом. Условия для купания крайне неблагоприятные. Ветер здесь частый, от 5 метров в секунду и более. Глубина реки до 2 метров, максимально около 5. Считается очень чистой. Бассейн реки богат останками плейстоценовых животных, также источник ценной мамонтовой кости. Яна, река в Якутии, длиной 872 километра и площадь бассейна 238 тысяч квадратных километров. Исток в Верхоянском хребте. Устье – Янский залив, море Лаптевых. Название происходит от ивенского, как очень большая река. В бассейне Яны около 40 тысяч озер. Из населенных пунктов на реке стоит отметить Нижний Янск, Батагай, Верхоянск и Тамтор. Полагаю, о последних двух вы точно слышали. И кто-то уже догадался, насколько экстремальный климат в бассейне Яны. Среднегодовая температура в районе реки от минус 14 до минус 16. Ледостав с конца сентября по начало июня. Прогревается неравномерно, от плюс 8 до плюс 16 в южной части. Средняя глубина 4 метра, при этом все равно местами промерзает до дна. Максимальная около 15. Скорость ветра около 2 метров в секунду, но ближе к морю усиливается. Река остается в хорошем экологическом состоянии, несмотря на добычу золота и олова. Развито рыболовство. Примерно половина всего улова – сибирская ряпушка.
Остальные – Муксун, Чир, Налим, Пеледь. Индигирка – река в Якутии, длиной 1726 километров и размером бассейна 360 тысяч квадратных километров, что ставит ее на третье место в Якутии после Лены и Колымы. Исток Халканский хребет, устье – Восточно-Сибирское море. Протекает по зоне многолетней мерзлоты. Ландшафты протекания реки очень живописны. Если есть возможность, обязательно посетите. В крайнем случае, полюбуйтесь через экран. На Индигирке расположены такие поселки, как Усть-Нера и Уаймякон, один из самых холодных населенных пунктов Земли. Замерзает в октябре, вскрывается в июне. Среднегодовая температура в бассейне реки до минус 17. Толщина ледяного покрова более 2 метров. Часто промерзает полностью. И при этом очень коротким летом может прогреваться аж до плюс 15, что допускает даже купание без спецподготовки в самой холодной материковой реке. А вот ветер редко превышает 3 метра в секунду. Индигирка относительно чистая, влияет массовая добыча золота, но не так значительно. В бассейне реки часто находят следы древней цивилизации, производится сбор мамонтовой кости и промысел ценной рыбы – чира, муксуна, нельмы, омуля и сига. Если считать реки материковой части или на которых есть населенные пункты, то можно сказать, что Индигирка, пожалуй, самая холодная река планеты. Но есть, как всегда, нюанс. Поэтому смотрим дальше. Река Озерная в Красноярском крае, на острове Октябрьской революции, архипелаг Северная Земля, является самой крупной архипелага. Длина 64 километра, бассейн 2100, исток ледниковое озеро Фьордовое, устье Карское море. Населенных пунктов, разумеется, нет. Ледостав с сентября по июль. Среднегодовая температура бассейна минус 14. В июле температура держится в основном около нуля. Ко всему прочему, добавляется штормовой ветер до 40 метров в секунду. Река абсолютно чистейшая. Река Романтиков находится на острове Хейса, земля Франца Иосифа, Архангельская область. Исток – юг острова. Устье – северная часть, пролив Ермак, Северный Ледовитый океан. Данные по длине очень приблизительные, около 25 километров. Размер бассейна до 100 квадратных километров. Касательно населенных пунктов, я думаю, уже многие догадались, что их нет. Но есть полярная станция Кренкель, самая северная и холодная медиастанция на планете. Среднегодовая температура бассейна минус 13. И несмотря на то, что это не рекордные значения в нашем списке, замерзает река крайне рано, в конце августа. А вскрывается, как вы думаете, когда? В начале августа. Так что купальный сезон, наверное, самый короткий из возможных и не для всех. Средняя температура воды в самое жаркое время – плюс 1. Зато вода очень чистая. К тому же здесь очень часто штормовые ветра до 40 метров в секунду. Вот и наш финальный представитель. Довольно неожиданный вариант, но я обязан о нем рассказать. Оникс – самая длинная река Антарктиды, расположенная в долине Макмердо. Это бесснежная долина, самая большая территория Антарктиды, не покрытая льдом. Исток озера Браунвотер, устье – озеро Ванда. Как видим, река бессточная. Очень засушливое место. За год выпадает не более 100 мм осадков, исключительно в виде снега. Скорость ветра в среднем около 6 метров в секунду, но с порывами до 50. Длина реки 31 километр. Ледостав с апреля по январь включительно. То есть 10 месяцев река представляет из себя твердую, полностью ледяную реку. Среднегодовая температура бассейна от минус 17 до минус 20. К слову, как и в Аймяконе, например. Максимальная температура летом не превышает плюс 1. Но у нас, кстати, есть уже 3 реки из России с примерно такой же летней температурой. Глубина до 1 метра. Из населенных пунктов в этом районе только метеостанция.
Рыба отсутствует, но есть водоросли и микроорганизмы, например, нематоды и тихоходки. Очевидно, что с экологией здесь полный порядок. Любая человеческая деятельность строго контролируется. Как можно заметить, несмотря на местонахождение Оникса, она не слишком сильно отличается от реки Озерной и Романтиков в России. Что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что вас удивило, что понравилось. Будет интересно почитать. Самое главное, где бы вы хотели побывать. Всем хорошего настроения.